Зрение с возрастом лучше не становится. В этом вот, дома нормально видел. Тут что-то вообще иной раз смотришь на этот шрифт, в этот монитор тоже, ничего не видно. Потом уже расфокусируешься, вроде бы нормально. По улице походишь, еще лучше. Ну вот решил я, у меня вот программка в порядке. Поставлю себе напоминания 4 раза в день или 3. Вот сейчас начну. Может улучшиться что-то. Тренировка зрения. Бесплатная программка. Рекомендую. Так, первое. Глазами потом будешь так. 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 Там еще выдох 30 секунд. У нас уже с третьим штурманом и мастер называют шпионы. Хотя у меня посмотреть тут так точно шпионская аппаратура. Это кто это придумал? Даже не я. Вон часы тоже эти. Все маленькое. Сами же придумали. Я это и использую. Пока интернет был, индусский электромех выслал мне слонов. У него около деревни живет 40 слонов вообще. И они там прям, как я не знаю, у нас зайцев, наверное, столько нет, как слоны. Это что-то такое не очень особенное, обыденная вещь. Вот он мне прислал видео снова. Я нашел прошлого капитана индусского. Вылитый Филипп Киркоров. Красавчик. Ну а это я уже с ними. Вот справа Старпом, который свадьбу празднует за 30 тысяч долларов. Это этот Филипп Киркоров, третий штурман. Я как-то сел на эту фотку, смотрю. Еще у меня за черное пятно. Это, кажется, рука. Думал, комбез грязный. Такую бородень отрастил. Сейчас, конечно, поменьше. Но тоже нормально. Кстати, хотел сказать, благодаря какой программке я научился это играть. Чтобы мне спрашивать никого не надо. Называется она, вот она, Guitar Pro. Для Макинтоша я ее, правда, за 60 долларов купил, так можно бесплатно скачать. Играю по таблатурам. Тут, в принципе, можно даже где этот, вот, гитару поставить, куда нажимать. Ну, вот хочу эту вещь сыграть. Когда-то играл, я то сыграю, то забуду, то еще что-то. Ричи Блэкмор, Rainbow. Обалденная вещь. Вот как бы фанера идет. Одна гитара играть. Вот так. И это меня программка так вдохновила, что уже душа пожелает, все можно сыграть. Понятно, что там не так, как какие-то музыканты. Но вот сегодня вечерком я попробую начать играть ее по новой. Как мне сын говорит, орех забрил. Вот еще программа так называется. Выглядит вот так. Глазик такой с гантелей. Молодая
Молодая гвардия, 6-я серия. Вот тоже аппаратура, конечно. Кошмар какой-то. Ой, не понял, а что это оно? Саньоу. Давай. Так, а где этот пульт? Что на китайском? Что за ерунда? Придется с ноутбука смотреть. Настоечки на травах. Бахнем. Здесь я обозначил самые важные зоны. Разбросаем листовки там, где больше всего народа. Не было еще ни одного дня без ананасов. Каждый день ананасы. Глупости. Мы перебьем этих. А завтра приедут эсэсовцы и будут убивать мирных жителей. Они истребят наш город. Ты этого хочешь? Ты этого хочешь? Мальчишки, сволота! Полицаи. Слякоть вы, а не полицаи. Сволочи. Да мы все районы прочесали. Наши фильмы за душу берут. Не то, что Ну, они американская как- дребедень. Черти. Истории нету, все наигранное. что-то Они как выдуманное. сквозь землю провалились. Она может работать в Германии. Ты поедешь в Германию работать с детьми нянькой. Ты согласна? Ты согласна? Господин офицер, Ich will nicht wegfahren. я не хочу уезжать. Ich bin mir sicher, Я уверена, что могу послужить dass ich hier dem Dritten Reich dienen kann. Третьему Рейху именно здесь. Так, ну что, минералочки снова. Это химия всякая, тоже в баню. На этом пароходе реально, кто не отдыхает, так это повар. Сегодня видели, пельмени сготовил. Завтра холодец. И, кстати, вот эту пельменницу с собой из дома возят. Горчицу привез. Это вообще, вот это вот любитель своего дела. Жалко, что повара потеряем, перейдет в машину. Ну ничего, что же делать. Булки печет, пирожные, там, торты, все подряд. Я не знаю, с утра эти оладьи, сырники, блины. Ужас. Молодец. Сегодня ходил на кампус. И ничего нет там вроде бы. На других пароходах и больше было. И вот, ну, руки золотые. У нас мастер вообще красавец. Сейчас еще там в России закажем. Там же более-менее наша еда. Это хорошо. Потому что эти фрукты и овощи, конечно, никакие. Хотя уже они и к нам добрались. Поехали дальше смотреть. Чем русские взрывали шахты перед отступом? Собирался в кровать идти, сериал смотреть. 15 минут 12. Вспомнил же этот рапорт дурацкий. Чартеру этому с топливом. Как они надоели, а. Считай теперь по новой. То, что с утра разбудят. Сегодня в 3 часа берем лоцманов и будем тут петлять, маневрировать в тумане. Не знаю, можно было бы камеру поставить. Если распогодится, конечно, было бы интересно. А сейчас в машине мы будем снимать насос. Нет, там сальный. Не знаю, как бы надо заснять. Что с этого получится, интересно, неинтересно, но это сделать, чтобы было интересно. Прокладки уже залили. Сразу номер записать. Ладно, я сколько там, миллиметра 3, 2.
смотрите, will fill in auxiliary engine port, ну это со стаборта тоже. Will fill in main engine. Третье. Cylinder oil. Еще серьезная книга. Marpol Marine Pollution. Ну, состоит он из 6 частей. Annex 1. Regulation for prevention of pollution by oil. Так, где второй? Annex 2. Regulation for the control of oil pollution by noxious liquid substances. Annex 3. Regulation for prevention pollution harmful substances carried by sea in package. 4. Prevention of pollution sewage. В смысле 4. 4. Так, 5. Pollution by garbage from ships. 6. Air pollution. Вот теперь еще головная боль. Нужно знать международное законодательство и английский язык снова. Вот я выделил насчет shipboard incineration shall be allowed only in shipboard incinerator. Ну и тут приписочка. В портах нельзя палить и там да сям. Ну, законодательства меняются всякие, поэтому надо письмецо отослал с разъяснениями. Кто его знает. Книжечка такая, тоже на странице так 500. Marine Pollution. Тоже, кстати, экзамены по этим вопросам. И стартер. Backwater Seal Pump. Сегодня новость. В общем, нашего третьего штурмана десантируют. Я уже думаю, ну вообще настроение пропало. Думаю, надо же из этой маленькой штучки, ну подставил человека. Так себя плохо чувствовал. Сейчас он зашел в гости, с ним побеседовали. Ну, нормально все. Как бы с английской стороны вот толпа такая, ну жалко, я не снимал. На лодке приехали в черных комбезах. 90 минут ехали к нашему пароходу, 1,5 часа, чтобы вот это вот произвести эти процедуры все. Ну и что с ним? С греческой стороны решили его десантировать домой в России, отправить на курсы повышения квалификации по security. И уже новый пароходик предложили, тоже такой же большой, так он в компании давно. Но молодцы, своих не бросают. То я уже как бы и сам это подумываю, это вещи паковать. Вот так вот из-за этого фильма пострадали люди. Эх, ну что сказать. Все, продолжаем снимать дальше. Так, что у нас на подходе? На подходе сейчас час дня. В 3 часа подъедут лоцманы и будут с нами до завтрашнего утра. Потому что тут напряженное движение. Ну, постараюсь все это дело заснять. О чем я говорю? Нашел я Marpol, можно сказать, международное законодательство на английском языке, выделил себе, что вот можно, да. Написал суперинтенданту, хотя мне сказали, не надо их как бы тревожить, они этого не любят. А мне по барабану, пусть уж напишут, что я идиот, зато ко мне претензий не будет. Вот, человек ответил, тоже из закона выписал. Красавчик, все разъяснил. Baltic Sea. Ну, я так и знал, что Baltic Sea полить нельзя. Но тут мы еще туда не доехали. Этот меня вопрос интересовал. Вот для чего нужны суперинтенданты. И все, никто не поругал. Тут что-то так еще прям на нас идет. Хоть бы мимо проехал. Тут там полиция ехала, тут еще что-то. Тоже пайлот. Может, на другой пароход пошел.
В общем, что я говорю, спрашивайте, и дано вам будет, а не просите. Да, Пайлот тоже на другой пароход, нормально. Кстати, порошочек тоже с этого, им по каталах, наверное, поставляют. Тоже левый такой, ужас. Вот монополисты, но произведен в UK. Все это, химия это тоже из того же каталога. Что-то так резко распогодилось вообще. Красота. По последней информации у нас завтра с утреца в 5 где-то будет бункеровка маслом очередная. Ну, каждые 2 дня тут передохнули и по новой. Вот, что мы для этого должны сделать? Вначале, как это по науке должно быть. Берем книжечку такую Piping Diagram of Engine Room. Открываем. Смотрим по системам. Смотрим Sanitary, Fuel, Lube Oil. Вот наша Lube Oil. Transfer Purifying S9. Так, видно. Transfer S9. Смотрим сюда. S3, S8, S9. Lube Oil System. Погнали. Так. Вот они, наши танки. Вот accommodation. Сейчас пойдем туда посмотрим. Значит, порт сайд стабборд одно и то же. Лево-право. Вот одна труба. Пошло. Так, что-то не туда смотрю. Так, где она? Вот одна труба. Main Lube Oil Storage Tank. Раз клапан. И на движке другая труба. Вот, один клапан. Ну, также цилиндровое масло тоже. Ну, это мы уже брали, поэтому там как бы один клапан также. Дальше что мы делаем? Идем сейчас Филипков послали расхаживать болты. Сейчас я пойду покажу, что они там делают. А потом идем в машину и смотрим, как оно в жизни. Ну, можно все наоборот сделать. Пойти вначале в жизни посмотреть, если что-то не понял схему. Ну, лучше так начинать. Cylinder Oil сюда расходили они. Lube Oil Filling Main Engine. Это starboard side. Lube Oil Filling Auxiliary Engine. Все, вот 3 фланца. Идем в машину. Дошел я в Engine Room, чтобы рассказать, как там бункеровался. Но объявили меня по громкой связи, пришлось убежать снова там топливо считать. А потом уже пошел на ужин. Там еще интернет английский появился. Ну вот решил продолжить, показать, что дальше делать. Между делом я еще сел там эти всякие бумажки заполнять, чек-листы, сколько в танке было, сколько будет, кто участвует, все такое. Потому что за бумажки тоже сильно цепляются. Сейчас покажу, как в машине искать. Ну, как я уже рассказывал, вначале посмотрели Piping Diagram, потом на палубе, а потом в машине. Вот фонарь такой взял. Вот они, эти трубы идут. Вот наши. Пошел другой фонарь. Фонарь-то крутой, дорогой. Но батареечки надо менять. У меня аккумулятор. Вот они, трубы. Это если мы туда едем, значит это порт-сайд, левый борт, там стабборд-сайд. Ну, они все соединяются. Вот наши 2 танка. Cylinder Oil Storage, вон там написано. $23 куба и 7. Вот в нашем случае мы бункируемся сюда. Вот и смотрим. Это труба. Вот, все. Правый борт, левый. Видите, оп. И вот он клапан. Вот он, клапан. Смотрим сюда. Вот. И он точно должен соответствовать то, что на схеме. Там номер, надо его записать. Значит, один танк по СПТ. Около котла находятся другие танки. Вот мы сюда берем 30 кубов. Надо еще, кстати, вначале смотреть, чтобы влезло, но тоже может не влезть.
Вот клапан. Тоже смотрим. Вот там по схеме можно посмотреть. Вот труба. Ну, также она туда идет. Вот, значит, соединяем шланг. Ну, три коннекшена должно быть. Открываем сюда. Ну, там филипки должны мерить. Обычно мерилки. И третий танк. О! И также клапан. Все, завтра покажу сам процесс. С баржей, с филипками, со шлангами, с замерами. Пошел бумажки писать. С такими же оборотами, кстати, 56. Но у нас, если что, будут понижать, повышать оборотики. Вот они. По течению снова идем. 11 узлов. Это значит, что обратно будем идти против течения. И расход топлива будет побольше. Но если что, будут звонить вахтенным механикам. Так, я пошел в каюту. Уже времени нет бегать по лестницам. Надо уже сделать. И завтра в 5 утра просыпаться на эту бункеровку. Не знаю, пойду спортом заниматься, нет. Наверное, пойду все-таки. Ну, сериальчик 100% посмотрю. Вот такие дела. Надо же еще поинтернетиться. Тоже, ребята, там каждый раз, как в интернет выхожу, постоянно в друзьях туда добавляются комментарии, надо отвечать. Листы. Столько берем. И чертежи. Вот статьи клапана эти надо искать и писать в чек-лист. Сфокусироваться не могу, так вот на телефон фотографирую и смотрю. Потому что тоже в названии ошибешься, проблема будет. Вот и реальная польза от видео даже самому себе. Сижу, просматриваю сам себя. И также клапан. Все, завтра. А потом думаю, а что-то КПС эти, в смысле, сколько кубов влазит, отличается то, что я написал. А я, оказывается, другой танк написал. Вот в чек-листе исправил. Вот так надо себя, даже себя-то 100% надо 2 раза проверять по-любому. Каждый друг друга проверил, и все нормально. Чем потом куда-то за борт утечет. Решил я посетить свою старую каютку, потому что тут крыло-то подальше, чем моя каюта. И можно GPS поймать. Тут карта кривоватая. Я вот пока сравню, где мы идем с моей картой. Так, давай, настраивайся. Тут движуха нормальная, уже танкера в одну сторону, контейнера. Так, давай. Вот они мы. Да, если бы здесь еще GPS был. Идем мы где-то тут. Гетеборг. Тут Дания с одной стороны, а с другой стороны Швеция. Вот пройдем, лоцманом с утра скинем. Вот этот город, как он называется? Только что 3 раза записал, так и забыл. Кёнигсбург. Не знаю, тут его и нет. Борнхольм. Погода снова английская пошла. Туман и тишина. Вот, ребятки, работа матроса, то, что я говорил. С моей каюты можно лицезреть каждый день. Короче, борьба с ржавчиной постоянная. Щеточкой прошелся. На воздухе, видите, все работает, чтобы не было искры. Потом загрунтовал, покрасил. Вот так. Мо-300, конечно, хоть тяжелее, но в нашем пароходе я бы не сказал. Но все-таки, я думаю, поинтереснее. Но это с моей колокольни, я не знаю. Вот они, пайлоты, приехали.
пайлотов взяли, теперь трап убирают. 2 пайлота будут по очереди вести судно до завтрашнего утра. Так, это не вытягивают. Pilot ladder. Лестница для лоцманов. А потом accommodation ladder поставят в походное положение. Что-то решили они эту accommodation ladder оставить в таком же положении, потому что лоцманов завтра будут скидывать. Только же снимал на эту штуку фирменную. Сразу видно, что не болтается. Приятно работать. И на гитаре играть, и так работать приятно.